Так, приехали мы, сейчас вот выгрузились. Это уже 4 дня спустя после той поездки. Выгрузились, сейчас отгоняю вездеход, потому что у нас получается избушка на другой стороне реки. А с сегодняшнего дня оттепель, вода поднимется, переплывать неохота, там течение, да вообще нафиг мучиться. Сейчас перегоню вездеход, в Броднях попробую перейти обратно, если получится, если глубина позволит. И пойду в избушку, здесь мотор, лодка как бы есть, тут уже будем заниматься своими делами. Вот. В общем, сейчас посмотрим, как будет брод вообще. Ну, по идее, думаю, должен перейти. Так, подъехал я. Проехал через речку. Оставлю вездеход здесь. Мы повыше по реке находимся. Сейчас попробую тут пониже перейти. Старый мост раньше был. Сейчас рублю какую-нибудь жертв. Попробую перейти по тому месту. Посмотрим. Ну, думаю, должно получиться. В принципе, сейчас возьму топор. Посмотрим. Топор возьму, жертв срублю. Да, попробую. Ладно, буду собираться. Закрываю вездеход. О, сейчас срублю как раз середину, чтобы переходить удобнее было. Можно было придержаться, если что, потому что течение сейчас довольно-таки сильное. Чтобы удобнее было. Где-нибудь вот так вот. Сейчас получается отошел здесь недалеко от вездехода. Сейчас вдоль реки пойду. Здесь выше старый мост был. Получается. В том месте попробую пройти. Там летом мелко. А сейчас вода поднялась. Но не особо много. Сейчас будет видно, в общем. Посмотрим. Надеюсь, что пройду. Пока что по буранке пройти еще можно. След еще держит наст. Так что попробую сейчас успеть вернуться в избушку. Здесь 4 километра до избы. Потихоньку в любом случае дотопаю. Снега где-нибудь, даже если будет проваливаться, то пониже колена уже. Но выхода у меня в принципе нет. Так что собираюсь. Пока снег еще более-менее держит. Потопал. Дальше. Так, вот река получается. Здесь она подразлилась.
Как раз медведь подходил. След. Шел с той стороны реки, я видел. По купалкам он там лазил. Здесь недалеко тут сразу же. Куча купалок. Одна за другой идет. Он их разбомбил. Хотя пришел же он отсюда. Разбомбил купалки здесь буквально с километр. И развернулся, пошел обратно. Тоже что интересно. Так что раскатываю сейчас броды. И перейду. Здесь получается старое русло в этом месте. Лед падает. А там основное русло. Здесь-то мелко. Здесь пройду 100%. Так, ну что, прошел я через реку, потопаю в избушку. Так-то спокойно вроде, воды не особо много. Ну вот, сейчас было переходить осложнено тем, что вода рыжая, не видно дна толком. Еще солнце бликует, как бы и поэтому. Ну ничего, потихонечку прошел, я фарватер знал. Я всегда, когда хожу охотиться, всегда в этом месте осенью прохожу через реку тут. Так что как бы тут уже не то, что наугад, а закрытыми глазами, как говорится. Примерно по воде представлял, там как раз островок. Я по нему уже прикидываю, какой уровень. Раскатывать броды, не раскатывать. Вот. Так что оставил вездеход. Сейчас мне 4 километра. По дороге ехал еще. Остановился, кусты попилил тоже. До этого ездили во вторую избу, пилил кусты, потому что после зимы все нагнуло. А ездить все равно надо, чистить дорогу. Постоянно как бы тут двигаемся. Вот, и в этот раз тоже. Получается, что у нас? Гусей мы уже видели, гуси пошли, уже уток видели. Ну, будем ждать. Времени, хотя у нас не сильно много. Не знаю, откроется река, нет. Какая температура вообще будет на улице. Если бахнули в дожди, то река по-любому пошла бы за эти дни. Ну, будем надеяться. Ветер поменялся на южный. Дул с севера-восток вот так вот. Сейчас южный дует. И потеплело резко сегодня. Вот я говорил то, что медведь на этой стороне прошелся, прогулялся. Получается, здесь вот вон и следы видны. Ну, старые. Уже подтаяли. Черные. Муравейники все разбомбил. Здесь получается вот слева. Раньше дорога слева была. Сейчас справа. Ну, здесь идешь и на участке там, я не знаю, 150 метров с десяток муравейников здоровых. Вот он каждый год сюда приходит весной. Проходит по ним. Расфигачивает. И прям целенаправленно идет обратно. По этой же дороге разворачивается и сразу же идет обратно. Так, ну что, подходим к избе уже. Осталось 100 метров. Вовремя, в общем-то, выехал, потому что уже начал сейчас идти. Здесь хоть и закрыто у нас лесом дорога, солнце не так сильно попадает, но все равно начал проваливаться местами. Фокса я не стал брать, они здесь у меня остались. Фокс не захотел, чтобы он переплывал, все-таки течение сильное. Да и лед
по краям снесет. Потом тяжеловато им будет выбираться. Так что решил не рисковать. Вон уже изба. Много подходим. Фокса где-то видел, бегает. Река у нас на данный момент вот так вот. Все закрыто. Приезжали до этого, было открыто уже. Но сейчас слез поверху и весь замерз. Как-то так. Он ждет. Ну что ты лежишь? Доброго всем дня. Сегодня решили покоптить курицу, что-то мы попробовали и очень нам зашла использовать ее вместо колбасы на завтрак. Там вообще, да, здорово и не так портится, завакуумировал ее и хранится долго. Вот, 5 грудок, ну брали с собой 6 грудок, одну сделали в салат там и шаурму делали. Сейчас 5 грудок высушили, вчера после бани повешали их на ночь. Сегодня утром вот они просохли. Подготовили все. Сейчас запакуем саму коптильню, засыпем опилки и начнем копчение. Часов 6-8 будем коптить, сами пока займемся делами. Так, все, дым пошел уже. Сейчас на максимальных оборотах компрессора заполню ее. И так и оставим. Чуть-чуть подтоплю, чтобы температура сейчас 10 градусов, чтобы была где-то в пределах 20-15 градусов. Вот так вот варилась. Откинуть 3 чурки. Пускай на целый день хватит. Сегодня солнце, тепло, так что. Всем доброго времени суток. Приплыли здесь, получается, бобры грызут себе деревья, можно сказать, у них здесь норы, домики. Вот. Поставили фотоловушку, хотим посмотреть вообще. Сейчас поедем прокатимся, дождик начинается, правда. Ну ничего, посмотрим вообще. Утки вроде летают.
Подъехали к затору. Тут до переезда 500 метров. Нам завтра выезжать надо, и вещи бы желательно к речке. По речке, точнее, подвести к вездеходу. У нас вездеход там стоит. Вот прирубил березу. Пошла дальше. Заторено это. Проверил, лодка вообще все отлично перезимовала, никаких вообще проблем нет. Сейчас она так и останется лежать, а потом уже перед летом, перед летними выездами пройдемся ее обработаем специальным раствором, чтобы доска не впитывала влагу. Да и дальше будем наслаждаться плавать. Так, какая проблема? В этом году получается, что я не попадаю на весенний охот, на уток, на гусей. У нас 7 мая, а у меня пахта начинается. Так что как бы в этот раз приехали просто отдохнуть.
даже не знали, получится ли поплавать на лодке. Приехали на вездеходе, взяли лодку с собой. Мотор маленький, шестисильный, большой не стали брать. Думали, ну, возможно, вообще не получится поплавать. Но удалось. Последние 2 дня, 3 дня оттепели, были дожди, снег. Вчера вообще непонятная погода была. И снег, и дождь, и солнце, и все на свете. В итоге вода поднялась, лед весь утащило и практически до этого. Были заторы такие хорошие, и местами лед стоял. Сейчас уже вообще там на некоторых поворотах заторы есть, как бы поохотиться нам никакого варианта нету. Сейчас охота закрыта. Утка чуть-чуть есть. Вчера вечером сплавлялись просто самосплавом, полюбоваться на природу, вообще расслабиться, посмотреть. Бобров очень много, вообще подпускают прям. Подплываешь, останавливаешься, разговариваешь, они сидят даже... Первый раз такое вижу, чтобы настолько вообще. И вплоть и маленькие, и здоровенных бобров видали. Вчера вечером плавали. Вот, сейчас же плавали, смотрели дорогу до переезда. Дорогу по реке. Так как у нас вездеход на той стороне реки стоит, нам надо будет завтра, мы собираемся уже домой. Пробыли здесь, отдохнули, собираемся домой. Нам надо все вещи грузить на лодку и сплавляться на моторе до вездехода. Но до вездехода мы доплыть не сможем. Скорее всего. Сегодня мы не смогли доплыть. Посмотрим, может завтра еще как-то что-то растащит лед. Вот. Лодку посмотрел. Сейчас иду обратно в избу. Пожгем костры. Костер. Приберемся вокруг избы. Такое по мелочи. Сожгем лишнее. Основное это... Сейчас не сжечь, вот перед избой кололи дрова, вот эта вся мелочь. Снег растает уже, следующий приезд уже все соберем граблями и сожгем. Так что как-то так.